Как легко похудеть при инсулинорезистентности? Как вылечить инсулинорезистентность и снизить вес? Именно об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония и счастье через осознанное питание». Инсулинорезистентность, что же это такое? Это та самая поломка в нашем организме, которая нам не дает похудеть, несмотря на то, что мы сидим на диетах или же правильно питаемся. Вес просто стоит, у вас отечность, вы плохо себя чувствуете, у вас совершенно нет сил и плохие анализы. Наверное, многие из вас, кто пытался уже похудеть, слышали о таком понятии, которое называется инсулинорезистентность. Дорогие мои, это обыкновенный физиологический процесс, который связан с лишними килограммами, с набором веса. Как же образуется эта самая инсулинорезистентность? При абсолютно любой еде у нас повышается сахар в крови, глюкоза. Глюкоза является топливом для клетки. И невзирая на то, что бы вы положили в рот, пусть это будет яблоко, конфетка, пирожное, морковка, абсолютно на все эти продукты у нас будет вырабатываться эта самая глюкоза, которая будет проникать в наши клеточки, и эта глюкоза будет являться энергией, питательными веществами, энергией для наших клеток, для абсолютно всех клеток нашего организма, от кончика волос до наших пяток. Попадая в клетки, наше сердце будет биться, печень будет очищать нашу кровь, мышцы будут сокращаться. И совершенно на любой продукт будет выброс происходить глюкозы, сахар будет в крови, то есть повышаться, и на него будет у нас выбрасываться поджелудочной железой такой гормон, который называется инсулин. И это совершенно обыкновенные процессы нашего организма. За счет этого всего мы с вами, организм наш существует, а мы с вами живем. Но проблема заключается в том, если мы с вами будем переедать и давать нашему организму гораздо больше глюкозы, чем нам для этого нужно, нашим клеткам. Даже если мы будем получать все эти питательные вещества из очень полезных продуктов, из овощей, фруктов, белка, следить будем за своим питанием, но если будет слишком большой переизбыток этой самой глюкозы, то наши клетки часть смогут взять, то есть инсулин эту энергию частично проведет к нашим клеточкам, а избыток он просто-напросто перепакует в жировые клетки. Только что я вам рассказала, каким образом в нашем организме образуются жировые клетки. И поверьте, мы с вами поправляемся не от воздуха, не от того, что мы родили ребенка или после беременности, или вошли в какую-то менопаузу. Нет, нет, нет. Это все из-за нашего питания. Так при чем же тут инсулинорезистентность, скажете вы? Оказывается, когда наш организм в течение многих дней не тратит ту самую энергию, а переобразует, перепаковывает ее в жировые массы, то наши складочки на нашем теле, они уже превращаются не просто в жировые отложения, а в гормональный завод. Наши жировые отложения вырабатывают более 8 биологически активных веществ, которые портят наши сосуды, разрушают наши клетки, вызывают воспаление в нашем организме, а также способствуют возникновению онкологических заболеваний. Ведь избыток жировой массы связан с 13 видами рака. Так вот, эти биологические вещества портят все наши клетки, и она перестает реагировать на инсулин или плохо реагирует, потому что инсулин как ключиком открывает эту клетку, а когда у нас слишком много, большое скопление этой самой глюкозы, которую некуда потратить, этот ключик или замочек ломается, и уже инсулин больше не может открывать клетку, и мы с вами просто утопаем в этом инсулине и
в наших жировых массах, в лишнем весе. Мы себя именно поэтому начинаем очень и очень плохо чувствовать, потому как энергию мы никуда не тратим. Она у нас скапливается в жировых массах. Когда мы набираем вес, мы делаемся уставшими и ощущаем тяжесть, сонливость. Почему? Потому что у нас с вами нет энергии, она не попадает в клетку. Итак, повторяем. Мы кусаем морковку, яблоко, конфетку, чтобы то ни было, глюкоза повышается у нас в крови, выбрасывается инсулин поджелудочной железой, а клетка не открывается. Замочек-то у нас уже поломался. Клетка вообще не тратит эту глюкозу, скапливается огромное количество инсулина и рождается инсулинорезистентность. А теперь вывод. Так что же является первопричиной инсулинорезистентности? Прежде всего, это избыточное питание. Это наше с вами переедание, а не наоборот. Не бывает такого, что наш с вами организм вдруг поломался и стал плохо переваривать углеводы из капустного листа, например. Или же мы начали набирать килограммы от воздуха, посмотрели на пирожное, и у нас плюс 3 килограмма. Нет, мои хорошие, такого не бывает. Сначала у нас появляется переедание, мы не соблюдаем никакого режима питания, мы едим все подряд и не замечаем, как часто и как много мы с вами едим и перекусываем. Проявляются, соответственно, лишние килограммы, жировые отложения. Жировые отложения, как мы уже с вами говорили, выделяют вот эти вот 8 опасных биологических веществ, которые разрушают наши клетки, вызывают всяческие воспаления, мы начинаем с вами болеть. И в какой-то момент наша умная поджелудочная железа отказывается выбрасывать такой драгоценный, всем нужный гормон инсулин. И мы с вами начинаем болеть диабетом. Нам ставят диагноз, у вас диабет, потому что ваш организм уже не воспринимает инсулин. К сожалению, в наши дни от диабета второго типа умирает огромное количество людей, молодых людей, которые были бы и могли бы быть здоровы, энергичны и счастливы. Так что же нам нужно для того, чтобы побороть эту самую инсулинорезистентность, о которой я вам сейчас вот так просто, элементарно в мультиках рассказала? Прежде всего, нам с вами нужно снизить вес. А для того, чтобы снизить вес, нам необходимо наладить режим питания, то есть питаться по часам. Смотрите мое видео о режиме питания, это очень важно. Кушать в одно и то же время. У вас должен быть завтрак, обед и ужин, и если вам это необходимо, 2 перекуса, для того, чтобы ваша инсулиновая кривая, вот эти выбросы сахара, не было этих скачков, ее нужно выровнять. И это мы можем с вами сделать за счет вот этих полезных перекусов. Но это не значит, что вы должны есть в течение дня нон-стоп, по чуть-чуть. Нет, это именно и будет являться переизбытком всех этих полезных питательных веществ, которые не должны у вас быть в избытке. Итак, наладили режим питания. Очень и очень важно, естественно, наладить также и режим сна. Режим сна вы должны обязательно ложиться спать. Сегодня это желательно до 23 часов. И также каждый день просыпаться тоже в одно и то же время. Тогда ваш сон будет ровным, глубоким и качественным. Вы знаете, да, что мы худеем во сне. Это очень важный компонент нашего с вами похудения и здорового образа жизни. И третий компонент нашей с вами качественной жизни – это, естественно, движение. Мы должны с вами обязательно хотя бы раз в день выходить на прогулку на свежем воздухе. И вот это сочетание движения, питания и сон, а если мы еще и будем с вами соблюдать питьевой режим, будет вам счастье. Вы сразу же начнете и терять лишние килограммы. У вас появится бодрость, ваш обмен веществ наладится. И эта самая ужасная инсулинорезистентность просто-напросто исчезнет. И у вас не будет никакого риска к диабету второго типа. И поверьте мне, что ни одна
таблетка счастья, ни один какой-то укол типа Оземпика не помогут вас уйти от этой самой инсулинорезистентности, если же вы сами не возьмете себя в руки и также не будете управлять своей жизнью и будете задумываться над тем, что вы кладете на свою здоровую тарелку. Тарелка должна, вы уже знаете, не раз я вам рассказывала, быть гарвардской. Есть такая у меня, смотрите мои предыдущие видео, где мы кладем длинные углеводы. Это обязательно большое количество зелени, салатов и, конечно же, белки должны быть на вашей тарелочке. Дорогие мои друзья, если вы будете все это делать и хотя бы немножечко задумаетесь перед тем, как положить кусочек чего-либо к себе в рот, ваша жизнь просто-напросто изменится в лучшую сторону. Я постаралась вам объяснить очень сегодня все просто и легко, как мне это кажется, доступно и понятно. Поэтому пользуйтесь моими советами, рекомендациями, следите за своим организмом и изучайте его. Это очень-очень важно понимать, как и что у вас работает. И будет вам счастье, как я сказала уже. Дорогие мои, следите за своим здоровьем, изучайте свой организм, прислушивайтесь к нему и будьте все здоровы. Спасибо, что сегодня были со мной, и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока.